Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем шапочку крючком, очень простым оригинальным узором. Шапочку можно связать на любой размер, все будет зависеть от диаметра дна первоначально. Для взрослой шапочки скорее потребуется 3 полосы узора. Вязала из пряжи Yarn Art Jeans. Крючок использовала 2,5 мм. В скользящую петлю провязала 9 полустолбиков, замыкаю ряд соединительным столбиком, стягиваю нить и перехожу к первому ряду. 2 воздушные петли подъема, вязать буду дно полустолбиками. В это же основание провяжу полустолбик и далее в каждую петлю основания предыдущего ряда буду провязывать по 2 полустолбика. То есть в этом ряду у нас будет 18 полустолбиков всего. В каждый полустолбик предыдущего ряда провязываем по 2 полустолбика. Заканчиваем ряд соединительным столбиком во вторую петлю подъема. Второй ряд. Продолжаем прибавлять петли. 2 воздушные петли подъема. В следующую петлю основания провяжем 2 полустолбика. Провязали. В следующую петлю основания провяжем полустолбик. В следующую 2 полустолбика с общим основанием. И так будем чередовать до конца ряда. Полустолбик и прибавка, то есть 2 полустолбика с общим основанием. Так вяжем до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком. Следующий ряд. 2 воздушные петли подъема. Далее в следующую петлю основания полустолбик, в следующую прибавка, то есть вяжем 2 полустолбика с общим основанием. То есть продолжаем прибавлять столбики, и увеличивается у нас количество полустолбиков между прибавками. В этом ряду у нас чередуется прибавка, 2 полустолбика, прибавка, 2 полустолбика. Так продолжаем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Следующий ряд и все последующие по аналогии, то есть только прибавляем количество полустолбиков между прибавками. В этом ряду у нас 3 полустолбика и прибавка, то есть в одну петлю основания провяжем 2 полустолбика. Провязали. Далее последовательно 3 полустолбика, 2, 3. Далее опять прибавка. В одну петлю основания вяжем 2 полустолбика. И так далее. В следующем ряду у нас будет 4 полустолбика прибавка, в следующем 5 полустолбиков прибавка и так далее. До тех пор, пока мы не дойдем до нужного диаметра. Сначала я связала диаметр 16. Это получилось для взрослой шапочки. Здесь между прибавок 9 петель. Вязать будем по этой схеме. В схеме у нас ряд столбиков с накидом, я провяжу ряд полустолбиков в каждую петлю основания. То есть в этом ряду мы прибавок не делаем, просто в каждую петлю основания предыдущего ряда будем провязывать полустолбик. Так будем вязать до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком.
Следующий ряд – ряд сетки. Так, я набрала 4 воздушные петли, 3 подъема и 1 для узора. Пропускаю петлю на основании, следующую провязываю столбик с накидом. Далее воздушная петля, накид на крючок, пропускаю петлю на основании, в следующую провяжу столбик с накидом. Получаем сеточку вот такую, и так будем вязать весь ряд. Воздушная петля, пропускаем петлю на основании, в следующую провяжем столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда эту сеточку и закончим ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Следующий ряд, здесь у нас элементы из пышных столбиков. Так, я набрала 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, в столбик с накидом предыдущего ряда провяжу столбик с накидом, воздушная петля, накид на крючок, и теперь обвязываю этот столбик, поднимаю петли, 4 петли буду поднимать, делаю накид и вытягиваю рабочую нить. Вот у нас получился такой пышный столбик. Провязываем петли вместе и закрепляем воздушной петлей. Теперь накид на крючок, в столбик предыдущего ряда столбик с накидом, накид на крючок, в столбик предыдущего ряда столбик с накидом, воздушная петля, накид на крючок и поднимаем петли, делаем накид и вытягиваем рабочую нить. Так делаю 4 раза, получаем пышный столбик. Провяжу все петли вместе, закреплю воздушной петлей. И так далее. Столбик с накидом предыдущего ряда, столбик с накидом предыдущего ряда, воздушная петля и пышный столбик. Обвязываем этот столбик, вытягиваем 4 петли. Провяжу петли вместе, закреплю воздушной петлей. Так буду вязать до конца ряда, закончу ряд соединительным столбиком. Следующий ряд – ряд сеточки, которую мы уже вязали. 4 воздушные петли, накид на крючок. Теперь провяжем столбик с накидом, вводим крючок под арку из 1 воздушной петли предыдущего ряда, воздушная петля и столбик с накидом предыдущего ряда. Воздушная петля, накид на крючок, вводим крючок в арку из 1 воздушной петли предыдущего ряда, провяжем столбик с накидом, воздушную петлю и так вяжем ряд сетки до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Следующий ряд – ряд столбиков с накидом. Теперь вяжем ряд столбиков с накидом. 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом в арку предыдущего ряда, столбик с накидом предыдущего ряда, столбик с накидом в арку и столбик с накидом предыдущего ряда. Так вяжем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема.
На этом этапе я решила провязать ряд рачьего шага для того, чтобы полосы разделить. То есть будем вязать в обратную сторону. Вытягиваем петлю и провязываем 2 петли вместе. То есть напоминает это, как мы вяжем столбики без накида, только в обратную сторону. Так буду вязать весь ряд. Буду вводить крючок в каждую петлю предыдущего ряда. А теперь ряд изнаночных рельефных столбиков с накидом для того, чтобы выделить ряд рачьего шага. То есть 3 воздушные петли подъема, и теперь под каждый столбик ввожу крючок и провязываю изнаночный рельефный столбик. И у нас ряд рачьего шага приподнимается. И получается такая красивая отделка. То есть вот под каждый столбик буду вводить крючок и провязывать изнаночный рельефный столбик. Так вяжу до конца ряда и закончу ряд соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. У меня у манекена объем головы 50 сантиметров, поэтому глубина шапочки не очень большая. Думаю, для взрослой шапки потребуется 3 полосы узора. Но здесь 2 полосы достаточно. В конце я решила сделать обвязку. Сейчас покажу, как я это делала. Ввожу крючок. Вытягиваю петлю, оборачиваю нить и провязываю 2 петли вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю эти 2 петли рабочей нитью и провязываю их вместе. И так поступаем с каждой петлей. И у нас образуется вот такой красивый зубчатый край. Изделие смотрится законченным и аккуратным. Так что эту обвязочку очень вам рекомендую. Очень часто ее использую в своих изделиях. Вот такая ажурная шапочка с очень простым узором, очень оригинальным получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!